Всем привет! Сегодня мне привезли новый крой. Еще ничего не разбирала. 2 коробки. Это у нас что? Это положили кусок на докрой, если будет брак в деталях. Футер 3-нитка. Размеры подписаны. Так. Здесь что? Ниточки. Это тоже докрой. Молния, резинка. Еще нитки. Так, это у нас образец. Все цены, стоимость работы в конце видео уже, когда будет все готово. Ну, в общем, сил мне. Так, комплектов здесь 86 штук. 86 кофточек, 86 штаников. Так что сейчас разберу крой и вперед. Заказчик попросил по 5 комплектов отшить каждого размера для начала, потому что я за неделю это все дело не отошью. Вот, так что сейчас буду отсчитывать и в путь. Хочу вам показать, вот так выглядит крой одного размера. Здесь и штанишки, и кофточки. Это 80-й. Сейчас отсюда буду отсчитывать 5 комплектов, 5. Хотела сразу по размерам шить, чтобы не попутаться. Но не успею тогда часть какую-то сдать заказчику. Поэтому с каждого размера сейчас по 5 штук отсчитаю и буду шить потихонечку. Это вот у меня все в планах еще лежит. В перерывах между работой шью заказики. В общем, делю и на машинку. В общем, отделила 3 размера себе для начала: 80, 74, 104. Сейчас на оверлоке буду собирать вот все, что можно собрать, все, что можно подготовить там к прямострочке, например. Ну или вот манжеты сразу же туда соединю, будут готовы, например. Вот, все по максимуму делаю на одном месте, чтобы меньше между машинками прыгать. У нас за окошком дождик. Ну, а я хочу показать вам заготовку штанишек, которые у меня получились. Я их уже практически дошила, но все-таки вот одни у меня остались. Это 104 размер. Значит, что делала? На оверлоке сначала соединяла вот эти вот детальки косые. Потом соединяла вот эти вот швы и вот эти. Дальше шла на прямострочку и отстрочила на 0,5, как отделочную строчечку такую сделала. Дальше что еще я делала? Заготавливала карманчики, заготавливала резинку, стачивала ее в круг, и капюшон заготовки тоже сразу сделала. Здесь будет с изнаночки кулирка. Поясок. Поясок, смотрите, здесь у меня, ну как у меня, у заказчика, с отверстием. Это для резиночки. То есть пояс не будет перестрачиваться. На случай, если вдруг у ребенка будет тугая резиночка, они ее смогут заменить. Тут метки мои. Вот, ну сейчас на оверлоке уже закончу. Что буду делать? Сейчас соединю вот эти швы боковые. Манжетики настрочу уже на низ. И поясок. Ну и потом покажу вам. Дособирала штанишки. Это 74 размер. Я их уже вывернула, показать вам. Ну, то есть манжетик, отстрочка, поясочек. То есть ничего лишнего нету. И вообще вот такой вот вид у них сейчас. 74, 104, 80. Я буду сюда настрачивать еще бирочки. Такие вот в задний шов. Вот сюда вот. Аккуратненько. И потом что делаю? Бирочку настрочила, обрезаю все ниточки с изнанки.
Стряхиваю, выворачиваю, стряхиваю. И с лица, если есть какие-то ниточки, тоже убираю. Все. Изделие готово. Пошив таких штанишек стоит 70 рублей на массовке. Вот. Ну, сейчас бирочки пристрочу и приму за кофточки. Вот такие заготовки полочек получаются. Показываю на примере 80 размера. Здесь у меня везде на крое, кстати, насечки. Где надо и где не надо поставили, на всякий случай. В общем, левая сторона будет с карманом. Левая полочка. Сейчас. 3, 4, 5. Вот. И правая полочка. Вот такая вот заготовка. Не совсем стандартная сборка этого изделия. Может, кто-то посмотрит, посоветует, как быстрее и лучше собрать. Но я пока лучше не придумала. А технические задания мне не дали к этому изделию. Поэтому собираю, как мне кажется, будет правильным. И чтобы было аккуратно. Вот. Сейчас все детали на верлаке буду собирать вместе. Вплоть там... Получается, у меня капюшоны заготовленные. Где-то тут были. Капюшон, обтачка, рукава и манжета. Ну, по ходу дела покажу еще вообще, что получается. Все операции на верлаке закончила. Теперь осталась прямо строчка. Молнии буду такие пристрачивать на все размеры. Единственное, потом буду обрезать их. Вот что получается. Манжет будет такой. Вот эта часть. Здесь вот тоже с этой стороны так заготовочка такая. Кто знает способ попроще, пишите, с удовольствием буду пользоваться. Ну, строчим молнию. Смотрите, молнию разметила. Это под манжет разметила, чтобы было более-менее ровно. Но все равно идеально, если честно, не получается почему-то с левой и с правой стороны. Здесь уже говорила, обрежу. Значит, сначала пристрачиваю одну часть, потом делаю отстрочку по кругу, начиная снизу по горловине и выхожу на вот эту вот деталь. Потом буду пристрачивать вторую часть молнии и уже основная отстрочка будет здесь. Ну а потом останется сделать только закрепочку на плече. И перестрочить вот тут вот, закрепку сделать внизу, покажу потом. Забыла сказать, вот эту вот детальку, которая лицевая часть и часть обтачки, правая полочка, здесь я тоже прокладываю строчку. Тут вот по краю полностью закрепляю, чтобы легче было потом молнию пришить. Молнию в правую полочку я уже встрочила, здесь вывернула. И сейчас вот это вот отверстие на прямострочке как можно ближе к этому краю застрочу. И потом уже только буду делать отделочную строчку. Наконец у меня готовы 15 комплектов. Первые. Это даже не четверть заказа. В общем, вот такие вот штанишки будут. Манжетик. Здесь отверстие для резиночки на случай, если резиночка будет туговатая. Нитка. Эти бачки отрезные. И вот такие вот кофточки. Первую партию, когда я шила, здесь ставили кашкарсе. В общем, метки надо будет поубирать. Утюжить они будут все изделия на производстве. С кашкарсе было лучше. Вот эту поставили футер сейчас, в эту партию. Неправильно рассчитали соотношение. Приходится сильно тянуть. И когда молнию встрачиваешь,
Кажется, что здесь ширина разная вот с этой вот шириной. В первой партии что еще было? Кулирка была и на капюшоне, и кулирка была на обтачке. Сейчас вот обтачку поменяли, я попросила, потому что вообще смотрится убого. Получается вот такая вот вещь. Задумалась о покупке лапки сразу с ограничителем, потому что строчка здесь прям на камере видно, прям как виляет. Ну, в реале не видно. И получилась вот такая вот изнанка. В первой партии изнанка была другая. Обсчитанные они были, стоимость костюма 230 рублей. Сейчас обещали, что мне добавят за то, что обработку я сделала другую. То есть вот эта часть была открыта, здесь была такая оверлочная строчка здесь. И оверлочная строчка была здесь. Вот тут. Так вот. Вот, в общем, вот такие вот костюмы. Ну, спинка обычная. Шьются долго, сразу скажу. Очень долго шьются. Здесь вот такая вот изнанка. Тоже строчишь вслепую, как котенок. Ну, по крайней мере, хотя бы поменяли обтачку из другой ткани. Уже не такое мучение. Что все крутилось, вертелось. Вообще вида никакого не было в первой партии. В общем, вот такой вот заказ у меня сейчас. Пока все не дошью, соответственно, новые не привезут. Посмотрим, что привезут в следующий раз. Будем шить, если вам интересно, конечно. Получается, в общем, еще раз, 230 рублей стоимость пошива этого костюма. Штанишки 70 рублей стоит пошив. То есть здесь ничего сложного, ни кармашков, ничего нету. Ну, а кофточка уже 230 за минусом 70. Ну, если честно, маловато для такой работы. Просто получается, что мне привозят крой, образец. Высчитывают они уже все по времени, сколько что отшивается в ателье. И мне уже говорят готовую цену. Я соглашаюсь, но иногда отказываюсь. Но больше соглашаюсь, потому что вроде как нормально считают. Но если бы они считали все четко, то есть если это образец именно с этой ткани, то здесь обтачка такая, основная ткань такая. А не то, что они мне посчитали в стоимость именно с обтачкой из футера, а по факту первую партию я шила с обтачкой из кулирки. Вот. Ну, здесь еще надо метки все поубирать. Метки ставила, но... Трикотажная эта манжета тянется, и кое-где, конечно, уходит размер. В общем, такая вот работа. Кому интересно, задавайте вопросы, буду отвечать с удовольствием.